Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы поговорим о траве грушанка и об ее применении. В лечебных целях интерес представляет грушанка круглолистная. Другое название – дикий ладан. Это неброское с виду вечнозеленое растение семейства вересковых получило название из-за сходства цветков с цветами яблонь и груш. Встречается в России повсеместно, на заболоченных местах, в лесах разного состава, на опушках, вырубках. Растет по краю болот, в заболоченных ельниках. Реже в лиственных лесах. Предпочитают сосновые боры. Для медицинского назначения используют чаще листья или побеги грушанки, которые заготавливают в начале периода цветения, который совпадает с началом лета и длится до его конца. Грушанка обладает ярко выраженным вяжущим, антисептическим, крововосстанавливающим, мочегонным, противовоспалительным и тонизирующими свойствами. Ее используют как внутренние, так и наружные в виде компрессов. Отвары и настои с целебной травой успешно применяют для лечения почек, мочевого пузыря, от отеков и водянки, при мочеполовых заболеваниях и опухолях различной этимологии. Регулярный прием чая с диким ладаном устраняет ночное недержание мочи. Дубильные вещества в составе грушанки помогают справиться с плохим запахом изо рта, укрепить десны. Наружно в виде компрессов и повязок это растение прикладывают на долго не заживающие гноящиеся раны и язвы. Благодаря своим свойствам грушанка в короткие сроки останавливает инфекцию, способствует заживлению кожного покрова и останавливает кровь. Трава давно нашла достаточно широкое применение в разных странах и при различных заболеваниях, таких как простатит. При воспалительных нарушениях предстательной железы у мужчин грушанка показывает хорошие результаты, предотвращая такие печальные последствия простатита, как аденома простаты и импотенция. Особо эффективно лечение заболеваний уретры, сужения уретры, хронического гнойного уретрита и повышение потенции. Доказана эффективность при воспалительных заболеваниях, поражающих женскую половую сферу, помогает от бесплодия, снижает непроходимость маточных труб, способствует уменьшению кистозных образований, фибромиом, эрозий, сопутствующих маточных кровоточений. Часто применяют фитокомплекс с боровой маткой. В тибетской медицине служит многовековым народным средством при воспалительных процессах почек, мочевого пузыря, даже с гнойными выделениями и от отеков и водянки. На Алтае трава давно востребована при любых формах неонефрита, цистита, мочекаменной болезни, воспалениях предстательной железы, лечение гастритов, колитов, диареи, хронического гепатита, желчекаменной болезни, холецистита. Предполагает использование травы в виде чая или настоев. Можно успешно снять проявление подагры. В народе прижилось название «дикий ладан», веря, что она может изгнать из человека злые силы. Траву применяли при падучей эпилепсии. Популярно наружное применение при наружных язвах, стоматитах, вагинитах в виде орошения примочек, спринцевания. Пригодится растение при лечении печени, диабета, опущения внутренних органов. Эффективна трава грушанки при ревматизмах, лихорадке, болях, катаре желудка, снимает головные боли. Но особое место в ряду нарушений занимают воспалительные процессы мужской, женской половой сферы, приводящие при отсутствии эффективного лечения к бесплодию. Как же применять грушанку от бесплодия? Применение грушанки от бесплодия эффективно как для мужчин, так и для женщин. У женщин применение травы регулирует тонус матки. Целебное растение нормализует менструальный цикл,
благотворно влияет на репродуктивную систему, увеличивая шансы забеременеть естественным путем. У мужчин нормализуется состояние уретры и предстательной железы, снимаются воспалительные симптомы. Назначение при женских заболеваниях. Трава-грушанка широко применяется для лечения гинекологических заболеваний, и цена на данную траву невысока. Ее назначают при заболевании матки, включая опущение, атонию стенок, а также маточных труб и смежных органов. Выраженные бактерицидные свойства позволяют эффективно использовать траву в дополнение к лекарственной терапии при лечении большинства болезней половых женских органов. Траву применяют внутренне в виде отвара и наружно для спринцеваний. Систематическое применение настоек с травой помогает в лечении следующих недугов: кольпитов, вагинитов, спаек, кист, непроходимости труб, миомы. Грушанка при мастопатии. На ранней стадии заболевания трава грушанки оказывает выраженное терапевтическое действие при диффузной мастопатии. Лечение травой имеет благоприятный прогноз. Ее можно рекомендовать в виде настойки или включать в фитосборы. Чтобы полностью устранить узловые образования, необходимо сочетать травяную терапию с медицинскими препаратами. Способ применения. Для приготовления дневной нормы настоя берется ложка измельченного травяного сырья и стакан кипятка. Смесь выдерживается в эмалированной посуде 45 минут. После фильтрования доводится кипятком до первоначального объема. Используется в остывшем виде до еды по трети стакана за полчаса до еды. Этот же рецепт приготовления настоя можно использовать для спринцевания. Спиртовая настойка содержит полстакана травы и стакан водки или самогонки. Выдерживается в темноте не менее 3 недель. Настойка процеживается, хранится без доступа света. Принимается каждый день перед едой 3 раза. Разовая доза 30 капель. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость, плюс беременность, кормление грудью и детский возраст до 14 лет. А также применение данного растения противопоказано при повышенной свертываемости крови, тромбофлебите, варикозном расширении вен и при пониженном давлении, то есть гипотонии. Перед применением любой методики лечения, указанной на этом канале, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом и получите от него разрешение на использование. А если вам понравилось это видео и вы считаете эту информацию полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. И если у вас появились вопросы или вы хотите высказать свое мнение, пожалуйста, пишите обо всем в комментариях. Будьте здоровы!